Всем привет, меня зовут VCD, и я коллекционер редкой аудио и видео техники. И нет, я пока не умер, и как видите, даже пытаюсь подавать признаки жизни. Рад видеть вас на своем канале спустя, страшно подумать, почти год с момента выхода последнего ролика. За это время произошло множество событий, о которых я хотел бы вам рассказать. Так что давайте в формате своеобразного дайджеста подведем итоги прошедших, в том числе и на стримах событий. И кстати, раз уж мы заговорили о стримах, позволю себе сделать одно объявление. Я говорил об этом на новогодней трансляции, но на всякий случай повторю. Все стримы с этого канала отныне переехали на мою резервную площадку VCD+. Найти ее можно по ссылке в описании или в списке рекомендуемых каналов. Там новые видео выходят с куда большей периодичностью, хоть и не блещут тем качеством, что я стараюсь вкладывать сюда, на основной канал. Ну и начнем, пожалуй, с того, на чем закончили в прошлый раз. Sony BVH-2000. Профессиональный видеомагнитофон эфирного качества родом из начала 80-х, использующий дюймовую ленту. Еще в конце прошлого видео, которое я настоятельно рекомендую вам посмотреть, я обмолвился, что докупил к нему еще один ТБЦ. О господи, у кого-то в комментах реально пригорело, что я назвал его ТБЦ, а не TBC. И этой приставкой, хотя правильнее ее назвать 40-килограммовым гробиком, оказался Sony BVT-2000, созданный специально для данного магнитофона. Что же он делает? Ровно то же, о чем я и говорил. Корректирует фазовое искажение у строк и цвета, да куча добавляя еще немного полезных плюшек. Вроде цветокоррекции и компенсатора выпадений, позволяющего избавиться от надоедливых черных пропущенных строк. А также возможность работать в режиме Dynamic Tracking, то есть с чистыми стопами и перемотками без помех. О да, как же я, черт возьми, мечтал об этом со времен покупки данного аппарата. Правда, для этого помимо самого корректора потребовался еще специальный червь-кабель, купив который я обломился, так как приобрел кабель с неверным количеством контактов. После чего начался мучительный поиск разъемов под замену. И найдя один в Штатах, а другой аж в Австралии, я на стриме данный кабель наконец-таки перепаял. И так и оно заработало. Правда, оставались еще некоторые шероховатости, вроде кривых НТСЦ цветов, которые, впрочем, также были починены на стримах. В итоге мы имеем рабочий видик, который слегка потяжелел. И вместе с тумбой теперь весит уже все 110 килограмм, занимая в комнате до кубометра пространства. Но, как по мне, оно однозначно того стоило. Ведь данный магнитофон очень важная веха в истории развития видеоформатов. Именно он имел как самую лучшую на тот момент картинку, так и благодаря своей простоте и надежности стал, наряду с U-Matic, причиной успеха Sony на нише студийного оборудования, проложив в свою очередь дорогу Betacam SP, который обеспечил компании безграничное доминирование на рынке профессиональной видеотехники на добрые 3 десятилетия вперед. К слову, несмотря на неоспоримое преимущество компонентного, то есть пишущего отдельными головками цвета яркость Betacam SP перед композитным форматом C, в котором работает BVH-2000, в качестве картинки и особенно передачи цветов, тем не менее, у последнего тоже есть пара тузов в рукавах. Во-первых, это износостойкость ленты, которая благодаря своей ширине, вдвое превосходящей таковой у Betacam, и толщине штрихов, рисуемых барабаном, был куда более надежен и устойчив к выпадениям сигнала, нежели другие кассетные форматы. Там, где бы это могло спокойно вывалиться по полкадра, у дюймовочки выпадало всего по строке 2, которые заменялись предыдущими так, что это было практически незаметно глазу.
Именно поэтому, несмотря на то, что уже в 90-е почти весь эфир тотально вещался с Betacam SP, дюймовые катушечники продолжали использовать для хранения и воспроизведения в эфире мастер-копий фильмов или важных телепередач. Второй немаловажный плюс – это вполне смотрибельная картинка даже на максимальной скорости перемотки ленты, которая мало того, что была выше, чем у Betacam SP, так еще и позволяла визуально следить, в каком месте сейчас находится лента. У меня был BVW-75 и сейчас имеется BVW-70. Это максимально фаршированные бета-магнитофоны. Так вот, на перемотке уже от середины 90-минутной ленты картинка становится абсолютно неразборчивой, и отследить ее положение становится возможно лишь только по тайм-кодам. Кстати, именно возможность форматом C делать чистые стопы и читаемую картинку на перемотках вытеснила в свое время его предшественника формат B, он же Bosch Fernseher, который использовал всю ту же дюймовую ленту, однако считывал кадр не целиком, а по кусочкам, несколькими головками, как в свое время это делал Quadroplex, что в свою очередь исключало возможность видеть что-либо на перемотках. А в режиме медленного воспроизведения так и вовсе превращало магнитофон в припадочного эпилептика, который буквально сканировал ленту и писал картинку по частям в свою очень ограниченную память. Не нужно говорить, насколько сильно это портило картинку и сколько нужно было сотен микросхем, чтобы обеспечить такой функционал в 1976 году. Кстати, хорошая новость для любителей мертвых видеоформатов. Канал Жденика Хоуска, чешского коллекционера студийной техники, был реанимирован, судя по всему, им самим, и вновь продолжает радовать новыми видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Ведь, несмотря на откровенно сложно воспринимаемый русскому уху чешский и полное отсутствие субтитров, показывается и рассказывается на страницах его видеоблога об абсолютно уникальных аппаратах, практически никак не освещенных даже в англоязычном интернете. Záznamové stroje pro tento formát byly vždycky v obrovské železné skříni vážící téměř tunu. В общем, подводя итог, покупкой и последующим ремонтом я оказался доволен. Несмотря на чуждую для нас систему цветности, в котором показывает BVH 2000, для него по-прежнему можно найти много катушек с записями на зарубежном eBay. А корректор временных искажений для магнитофона столь суров, что технически позволяет получить смотрибельную черно-белую картинку даже на PAL-SECAM записях. И давайте же взглянем на одну из них. Сейчас вы смотрите уникальные кадры, записанные советским видеомагнитофоном Кадр 103SC, с заставками телевидения СССР конца 80-х годов. Картинка чудом восстанавливается TBC до приемлемой, так как воспроизводится в полностью несовместимом стандарте записи SECAM, не совпадающем с NTSC ни по количеству строк, ни по количеству кадров, ни по наклону головок или скорости их следования. Очевидно, что многие заставки являются черновыми и никогда не транслировались по телевидению. Остается загадкой, какой студии и на каком оборудовании они были сделаны. Сам видеорулон прибыл из города Элисты, Республика Калмыкия.
И если среди смотрящих данное видео вдруг найдутся люди, имеющие доступ или же продающие кадр 103SC, я бы хотел с вами связаться, в том числе и для оцифровки данной записи. Напишите на почту или в комментарии к данному видео, и я буду их внимательно читать. Остальные же катушки, пришедшие ко мне из Штатов, уже отсмотрены на стримах, частично оцифрованы и даже залиты на наш совместный с Сашей Коковиным канал «Архив видачества». Ссылка на него также будет в описании. Как вы уже могли заметить, помимо примочек БВХ, я приобрел телекоммуникационную стойку и некоторое видеооборудование для нее. Да, до настоящей аппаратной уже совсем недалеко. Не буду заострять внимание на ней долго, с ней еще предстоит работа, однако на чем я хотел бы остановиться, так это на огромном, невероятно тяжелом, хотя и не настолько тяжелом, как BWH 2000, кассетном видеомагнитофоне Sony DVR-28. Он был распакован на эпичном стриме вместе с еще одним BWH 2000, приехавшим моему гостю Terry Dex, с которым мы и провели совместную трансляцию. Да, только вдумайтесь, человек, на полном серьезе посмотрев мой предыдущий ролик, решил себе привезти из Японии такую же грабину. Ну, я просто не мог отказать ему в помощи с покупкой. Магнитофон формата D2, он же Digital 2. Того самого, что использовал самые большие в истории видеокассеты. Одну из которых продемонстрировал 8-Bit Guy в одном из недавних выпусков. Yeah. Now that's what I call a cassette. Только у него она предназначалась для системы хранилища данных, основанном на формате D1, и использовалась такая система в ЦЕРНе в конце 80-х. Влезала на такой носитель порядка 100 гигабайт, что для тех времен, когда домашние жесткие диски едва ли достигали объема 40 мегабайт, было просто научной фантастикой. Так чем же отличается D1 от D2, да и чем в принципе интересен помимо необычно большого носителя? D2, разработанный в основном силами Ampex, в отличие от предыдущей совместной разработки Bosch и Sony, D1, пошел своим путем, и вместо пиксельного представления видеокартинки, который привычен и кажется нам сейчас самым логичным способом хранения цифровых изображений, использовал метод, как ни странно, схожий с цифровой звукозаписью. То есть буквально как самописец цифровал все, что приходит на композитный вход, и в том же виде декодируя выплевывал обратно, включая всю техническую часть аналогового видеосигнала. Кадровые и строковые гасящие, color burst и так далее. При таком методе оцифровки, как бы удивительно это сейчас не прозвучало, пикселей как таковых не существует, а становятся актуальными два других параметра. Частота сэмплирования, то есть с какой скоростью идет нарезка аналоговых уровней АЦП, она тут равна 14,3 МГц, а также число разрядов квантования, коих здесь всего 8 бит. Тем не менее, все это на выходе давало выдающиеся для композитного сигнала характеристики в виде полосы пропускания до 6 МГц, у БВХ всего 4,5, при соотношении сигнал-шум 54 дБ против 48 дБ у все того же БВХ 2000. За такие прекрасные характеристики пришлось поплатиться многим. Учитывая, что видеосигнал пишется в несжатом виде, битрейт цифрового потока достигает впечатляющих 142 мегабит. Для того, чтобы прописать такой гигантский поток данных, используется металлопорошковая лента шириной 3/4 дюйма или 19 мм, на которую со скоростью 6000 оборотов в минуту одновременно пишут 4 видеоголовки, а всего их, страшно подумать, 12 штук. Диск при этом стоит почти как от квадраплекса. Несмотря на то, что магнитофон пришел ко мне в неисправном состоянии, а в сети к нему нет толком никакой документации, тем не менее мне удалось его установить. Ремонтом это, конечно, назвать трудно, тем не менее пришлось обслужить механизм прижимного ролика и ряд других узлов, чтобы магнитофон перестал жевать ленту. После этого все заработало как надо.
Для тестов работоспособности из Штатов вместе с катушками мне приехало 2 кассеты D2, на которых оказался детский сериал из 90-х Big Comfy Couch, внезапно с испанской озвучкой. Но и помимо них теперь есть возможность записывать свои собственные видеоклипы. Таким образом, в моей коллекции на данный момент присутствуют 2 самых производительных композиторных формата из существующих – дюймовочка, он же C, и D2. Ну, если мы, конечно, не берем в расчет всякую экзотику вроде 2-дюймового IVC 9000. Помимо DVR-28 в строй вернулся также и Малахит. Первый советский малогабаритный видеомагнитофон с наклонной строчной записью, выпущенный в середине 70-х. Да, долгое время после оцифровки он сначала доводился до ума, а после стоял с клином БВГ, потому как ваш покорный слуга был не очень умен и доигрался с работой магнитофона без смазки. В итоге, после долгих мытарств с расклиниванием, подборкой резины и длины пасека, а после этого подстройкой системы синхронизации, Малахит снова ожил. Сейчас он собран и стоит в стенде, радуя посетителей моего недомузея бессмертной на заре группы «Альянс». Кстати, о посетителях. В это трудно поверить, но благодаря оцифровке мультфильма «Девочка в джунглях», эпопея с которым закончилась пару лет тому назад, на связь со мной вышел зритель моего канала, который свел меня ни с кем иным, а самим Владимиром Епифанцевым, который собственной персоной посетил мои пенаты. Юлька, пойдем кино смотреть. У меня видеокассеты, смотри. И первые смотрели все эти фильмы про Брюса Ли, да? С Брюсом Ли, да? Да. Интересно, а что у них там? Порнушка у них, наверное, там была. А вот это все, что это? Вот это все просто плееры. Ты как в музее их разложил, да, здесь уже? Осмотрел технику и, кажется, остался весьма доволен увиденным. Так что подписывайтесь на канал Алексея VCD, и вы получите удивительное, увлекательное такое путешествие во времени. Заезжал он ко мне не просто так, а за помощью оцифровки старых архивов передачи «Дрема и Деконструктор», записанных на Батакам СП. Владимир оказался отличным дядькой в жизни, открытым и общительным. Много рассказывал о съемках, работе на ТВ-6 и творческих планах. А есть песни веселые, но плохие. И как с этим разобраться? Вы ведь не забыли, что он планирует снять «Зеленый слоник 2»? Потерял слух и сломал свою гитару. А пока что остается надеяться, что результат моих скромных трудов можно будет в ближайшее время увидеть на его YouTube-канале. Кстати, в комментариях к последнему видеоролику на канале я получил десятки и десятки и десятки сообщений с одним и тем же вопросом. Что именно воспроизводило музыку в конце ролика? Самбо выход 2000 или... вот эта странная коробочка от Техникса? И каким боком она вообще относится к демонстрации работы видеомагнитофона? Тут хотел бы извиниться перед новыми зрителями за то, что забыл об этом упомянуть в прошлом ролике, и потому исправляю эту досадную ошибку, ведь лучше поздно, чем никогда. Так уж получилось, что помимо коллекционирования видиков, я являюсь чуть ли не крупнейшим коллекционером бытовых PCM-процессоров. Что это такое? Ну для того, чтобы в полной мере объяснить этот феномен, нужен отдельный цикл видео на моем канале. Ах да, я же ленивая задница, которая обещает это уже второй год подряд. Если в двух словах, то PCM-приставки — это исторически самый первый способ записи цифрового звука. В середине 60-х годов японские инженеры из радиовещательной компании NHK в сотрудничестве с Denon Columbia сумели закодировать, а затем и записать при помощи видеомагнитофона цифровой аудиосигнал на ленту. Почему именно видео? Мало кто сейчас помнит, но многие десятилетия подряд именно огромные катушечные видеомагнитофоны с вращающимися головками были чуть ли не единственными устройствами, способными обеспечить самую большую плотность записи данных на квадратный сантиметр, и при этом развить такую скорость чтения сигнала, что никаким перфокартам и не снилось. Речь шла о мегагерцах полезного частотного диапазона, отдаваемых с магнитной лентой ежесекундно, в которой можно было закодировать полезную информацию. Собственно, вышеозвученный пример с D2 это наглядно иллюстрирует, хотя и появился он значительно позже. А тогда
Использование 2-дюймовой видеоленты позволило уже в 1967 году создать первый многодорожечный цифровой аудиорекордер Denon DN023R. Честно говоря, это было не совсем устройство, а скорее целый шкаф, доверху забитый электроникой, в довесок к которому пододвигалась тяжеленная тумба с катушечным видеомагнитофоном. А вместе они позволяли записывать до 8 каналов цифрового аудио с выдающимися на тот момент характеристиками. При этом использовалось всего лишь 13-битное квантование. Цифровой поток записывался на ленту в виде белых и черных точек, декодирующихся в виде нуля и единицы соответственно. Этот базовый принцип формирования цифрового аудиосигнала поверх аналогового видеосигнала использовался и впоследствии. Сначала компанией Sony, выпустившей в 1977 году самый первый серийный процессор Sony PCM-1, позволявший использовать уже не студийные видеоформаты, а вполне бытовой Betamax и VHS, а затем и последующими приставками, для которых Японский институт стандартизации создал единый формат EIAG STC007. И тут мы подбираемся к тому, с чего вообще началось все мое увлечение видачеством. Technics SVP100. Воу-воу-воу-воу. Да, я в курсе, что Техмон уже успел, пока я тут тупил со съемками, выпустить отличный видос про этот аппарат. Так что если вы вдруг еще его не посмотрели, обязательно гляньте. Ссылка будет под роликом. Возвращаясь же к моему Technics SVP100. В 2016 году, приобретая его, я даже представить себе не мог, как все далеко зайдет. Это был комбайн, суть VHS-видак с цифровыми платами в одном корпусе, ставший таким образом самым первым доступным простому человеку цифровым аудиорекордером. Если, конечно, у него были свободны $3000 в 1981 году. Починив его и сделав небольшое демонстрационное видео работы, я решил обратить внимание на другие существующие PCM-приставки. И тут, как говорится, Остапа понесло. Чем больше я изучал материалов по теме, чем дальше заходили мои покупки, тем дальше я ехал, тем более редкими становились аппараты. И если сначала мне казался невероятным раритетом SVP100 с серийным номером 180, то позже я приобрел Hitachi PCM-V300, побратим Technics и по совместительству уникальный пример, когда слово «комбайн» восприняли слишком буквально. Буквально и затолкав целый видак внутрь корпуса, с горящими в никуда светодиодами передней панели и замурованными боковыми разъемами, а сверху докинули цифровых плат. Об этом чудовище тоже было снято видео, советую его посмотреть, ведь вы такое вряд ли когда-либо видели. Год выпуска 1982, шасси номер 0063. Aurex XD80. Еще один пример летучего голландца, о котором до недавних пор не было даже фотографий в сети. Серийный номер 10. 1981 год. Работает? Aptonica RX1. Один из самых редких и примечательных PCM-процессоров наряду с Sony PCM-1. Выпущен в 1979 году и, скорее всего, в прошлой жизни был выставочным образцом. Почему я так думаю? Да потому как неисправен он был в целом ряде мест. И в итоге не работал совсем. Однако, при помощи лёшек КТ-315 и других зрителей канала мне удалось оживить то, что не смогли оживить даже японские деды. И эта эпопея явно стоила потраченных усилий, ведь серийный номер у него 008. А всего было выпущено 15 штук, что делает его, пожалуй, самым редким экземпляром в моей коллекции. Ремонт данного процессора можно посмотреть на втором канале. И, наконец, Aurex XD60. Какой бы вы подумали номер? 001. Дальше, наверное, остается искать только прототипы и предсерийные образцы. Выпущен в 1981 году. И тоже работает. Разумеется, это далеко не все имеющиеся у меня PCM-приставки и магнитофоны. И думаю, настанет тот день, когда я сумею таки осилить полноценный многосерийный фильм об этих уникальных и, как вы могли заметить, весьма малораспространенных аппаратах. А пока что хочу обратить внимание на серию статей, написанных в соавторстве с Сергеем Карпишем о Ковалхе на Хабре, в котором Сергей в том числе и разбирает принципы кодирования формата EIAG, а также пишет свой собственный софтверный декодер.
И что меня еще больше удивляет, в своем стремлении разобрать данный формат по полочкам и сделать что-то свое, он не один. Параллельно с ним, замотивированный моим увлечением, над схожими проектами корпят зритель канала Михаил2501 вместе с моим коллегой и другом Максом Крюковым. И готовы уже первые рабочие прототипы. Причем вместе с Михаилом последние полгода мы плотно работаем над реверс-инжинирингом PCM-процессора Sony PCM10, который собран на рассыпухе и может быть превращен буквально в одну плиз. Так что рекомендую вам прочесть цикл статей, а также присоединиться к нашему уютному Discord-серверу, где кипит вся видаческая и PCM-движуха. Так, а о чем я хотел сказать-то? А играл-то в последнем ролике как раз PCM-процессор Technics SV100, подключенный по видеокабелю к BOH 2000. То есть в качестве носителя использовался на самом деле совершенно оверкильный, с точки зрения необходимого качества, источник. SV100, кстати, сам по себе является в нашей тусовке отдельным мемом, потому как внутри него такое... В общем, я честно попытался в цензурных выражениях описать его внутренности на страницах своего блога, ссылка на который, как и на все остальное, будет в описании. И на этом, боюсь, пришло время прощаться. Спасибо, что остаетесь со мной, комментируете и принимаете участие в моих безумных проектах. Впереди будет только интереснее. Увидимся. Фух, наконец-таки я закончил это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Постараюсь в будущем больше не затягивать так долго и выпускать новые ролики побыстрее. Хотел бы отдельно поблагодарить Сашу Коковина за помощь в отсмотре этого материала, а также Алексею Яковлеву за просто неоценимую помощь в ремонте моих винтажных аппаратов. Да и вообще хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в этой движухе, которая происходила последний год вокруг этого канала, и в целом участвовал во всех моих проектах. Ребята, вы лучшие.